Данная лекция по моей системе спасения гармоничного развития показывает технологию, каким образом можно управлять событиями, используя понятие скорости и распределения информации. В данном случае вы должны рассмотреть обычную, так скажем, физическую реальность с точки зрения ее информативного проявления в вашем сознании. И так же, как делает создатель, например, когда он создает какую-то реальность, он получает о ней информацию одновременно. Следовательно, задачей получения информации – это в первую очередь создание максимального количества точек передачи информации об объекте вам в текущем времени. То есть это первая задача. И вот когда вы максимальное количество получаете информации в области своего восприятия, то управление по типу того, как это делает создатель, а в идеале точно так же, заключается в том, что вы должны получить максимальную скорость в связях между точками восприятия. То есть получается, первое, вы выявляете в области точки, которые вас информируют, то есть вы находите источники информации об объекте. Я начал с физической реальности. Если, например, вы видите лист растения, точка информации растения, потом знания о биологии, какие-то школьные знания и так далее. То есть вы аккумулируете как можно больше информации, связываете их в проективной части в определенную промежуточную область, и с этой области вы считываете условия, уже, смотрите, будьте здесь внимательнее, условия управления всей внешней реальностью и конкретным объектом информации. Следовательно, еще один закон – это управление объектом восприятия. То есть, если вы просто воспринимаете, это одна характеристика, которая включает в себя управление, но вы, например, об этом не говорите. В моей системе управления управлять надо всеми элементами, что и происходит, когда, например, созидает создатель. И поэтому в скоростные характеристики входит обязательная задача управления. Следовательно, импульс, который вы получаете, должен содержать импульс управления или область управления, в том числе и промежуточной системы от, например, плоскости восприятия до уровня восприятия, например, духовного. Здесь будьте повнимательнее, потому что духовное восприятие, оно таково, что вы не регистрируете, например, слов и часто даже не регистрируете траектории движения импульса. И тогда получается, что дух распространен в точку управления как система, например, полубесконечная, идущая от события и, например, проходящая через область, например, активного вашего восприятия. Следовательно, духовные процессы можно рассмотреть как самые высокоскоростные, потому что они представлены во многом в виде статики определенного состояния. То есть скорость измеряется состоянием духа. И вот когда вы таким образом себя поднимаете по, скажем, иерархии вверх, освоению законов управления через контроль со скоростью распределения информации, то вы получаете, что когда душа организовывает дух, то эта точка настолько высокая, что там присутствует создатель по высокоскоростным процессам управления. И поэтому, максимальная скорость управления, это получается и есть создатель с точки зрения восприятия, то есть присутствие создателя. Когда вы стремитесь к этой скорости на уровне духовного состояния, у вас возникает состояние познания. И вот состояние познания, например, технологически переброшенное в управление отдаленной областью реальности, формирует ваше собственное сознание на стыковке между этой реальностью и тем, что называется сознанием. То есть вы получаете индивидуализацию, то есть некую граничную линию, некие граничные условия по развитию контроля за тем, где находится ваше сознание управления. Таким образом, я получил такое понятие, как сознание управления. Вы должны его получить, исходя из этих систем, о которых сейчас в этой лекции я рассказал. При всем при этом, здесь очень важно, чтобы было сразу ясно, что в промежутках между тем, что я сказал словами, находится управление на очень высокой скорости. Это все равно, что, например, плыть на каком-то предмете, например, на лодке плыть,
И при этом внутри процесса они очень высокоскоростные могут быть, хотя внешнее верхнее течение может быть в каком-то локальном месте медленнее. И получается, что ваша задача получить управление, значит, такого типа, чтобы вы понимали, что происходит внизу под этой лодкой. То есть эта лекция специально дана как лекция, которая отражает высокоскоростные смены информации, например, там, где рождается слово. То есть и там, где, например, это слово появляется, то внизу вы должны увидеть через внутреннее видение процессы, которые являются также управляющими. То есть, если плывет лодка, то причина в том, что она плывет в реке. И если мы хотим ловить рыбу, то в многообразии эти связи не такие прямые в многообразном управлении. Но тогда надо ее ловить в реке, а не с лодки, да? Позиция восприятия. Значит, вы вот здесь в многообразии управления обязательно определите с точки зрения несущей конструкции, что важнее, лодка, например, или же то, на чем она плывет. То есть это вот лекция, которая создает очень много вопросов. Вопросов в плане том, каким образом нужно делать управление, чтобы, например, достичь цели, например, в нужный момент времени, или цели в нужной точке пространства, или цели везде. То есть, когда вы эту лекцию на духовном уровне воспринимаете, и у вас развивается такое понятие, как духовное ясновидение, то вы видите всю реальность, и в этом видении напрямую управляете реальностью через восприятие, при этом не назначая фиксированных, например, слов. То есть меня интересует, чтобы вы работали на той точке, где душа создает дух. Вот в результате этой лекции я к этой позиции, к этой точке, к этой области восприятия вас привел. Поэтому задача работать здесь, то есть практиковать на этом уровне, а результат, соответственно, сопоставлять с тем, как вы делаете, например, на логике управления. Там, где душа создает дух, там часто слова еще не созданы. Но управление все равно вы видите и регистрируете, что происходит в управлении и как оно происходит. То есть вы направили импульс, который вы видите, в какую-то систему событийную, там, например, лечение, получили излечение. Путем перемещения просто оказалось светового образа из этой области. Переместили в какую-то другую область, получили знания. То есть сверхскоростные потоки, они и в том унифицированные, что на высокой скорости вы получаете любую информацию практически мгновенно, включая управляющую. При бесконечной скорости ясно, что вы, значит, просто подключаясь к нужным точкам и получаете сразу управление. Но эта задача уже в будущем, во многом она самостоятельная, является подготовкой к следующей лекции, к следующей как итерации восприятия. Сейчас задача все-таки находиться в уровне восприятия высокоскоростных или бесконечно быстрых потоков. Данная лекция, она дает много достаточно информации, где следующие области познания, они очень удаляются, например, или проходят на быстрой скорости, и они не определены. То есть понаблюдайте за этими областями. И когда вы их будете воспринимать со стороны, вы можете, в принципе, до них дойти и как бы разархивировать и познать, что за область на больших скоростях движется. Но ваша задача найти позицию, где области устойчивые, которые движутся вокруг, но при этом вы их даже не разархивируете. То есть вы не берете информацию, что за область. То есть вы находите такую характеристику скорости своего восприятия, что фиксация на этой скорости, то есть вы должны почувствовать скорость, управляет внешними элементами, там излечивает, управляет событиями, но при этом вы либо не вдаетесь в детали событий, либо вообще, если они вам не нужны, вы их не распаковываете, то есть не берете с них информацию. Это похоже на то, что если вы, например, концентрируетесь на зеркале, которое дает лучик света куда-то там, то вам, если вы знаете математику, на какое количество градусов сдвинуть зеркало, чтобы луч оказался там и там, вам не обязательно отслеживать ту область, где в конечном итоге будет проекция этого луча. Вам достаточно только двигать зеркало. А вот передаточное звено, так же, как вы не видите, как луч идет в воздухе, если там нет каких-то микрочастиц, также вам не нужно здесь отслеживать причинно-следственные связи. То есть целью этой лекции является управление через
настрой на высокоскоростные процессы, и более того, вырабатывается шкала восприятия по скоростям, и конкретная скорость управления там в каких-либо единицах, свойственных вам восприятию, дает управление конкретным процессом. То есть, получается, в своем восприятии вы просто-навсего выводите скоростные параметры, их как бы проецируете на какое-то событие, получаете управление от промежуточной системы, которая называется управлением через концентрацию на скорости, например, обязательного управления или профилактического управления. И вы, видимо, замечали, что иногда возникает ощущение, что идет убыстрение мышления или каких-то событий во внутреннем восприятии вашем. Иногда они текут замедленно. То есть я хочу, чтобы вы работали именно в этой системе. Только мне нужно, чтобы вы добавили туда управляющий импульс по цели управления. Это такая характеристика восприятия.